Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Колесо фортуны. В чем вам повезет? И мы сделаем наш расклад на двух колодах. Колода Таро. Таро добра, которую прорисовала великолепный психолог, таролог Колет Барон Рид. Значение подает с позиции позитивной психологии. И вторая колода – это у нас карты пасьянса, которые расскажут о событиях возможных. И если мы говорим про период, я не думаю, что это более чем 1-2 недели. Хотя у кого-то может вообще не совпасть, будем реалистами. Или иногда мне пишут, у меня проигралось это уже в прошлом. Или проигралось за пару дней. Но я надеюсь, что как альтернативный вариант развития событий мы рассмотреть с вами можем или проведем приятное время. И мы начинаем с колоды Таро добра. Какие энергии или что вам будет помогать, благоприятствовать, что для вас будет в плюс в этот период времени? Итак, что вам будет помогать? О чем нам скажут карты? Король Земли. Конечно, у кого-то может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. Или имеет там асцендент. Или тот человек, который сделал себя сам. Человек-реалист. Да, он где-то и консерватор. Но этот консерватизм, он как раз помогает. Нет поспешности, нет непросчитанности какой-то. Может быть, это ваше взаимодействие или контакты с конкретным человеком. Но если мы еще говорим с вами про энергетику, по королю Земли у нас проходят те люди, которые ассоциируются со словом бизнесмен или филантроп, надежные люди, или когда вы сами благоприятный период для себя решить финансовые вопросы. Но тоже тут не наспех. Все-таки король Земли – это тот, кто где-то более просчитывает свои действия, с чем он останется или каков итог он в последующем получит. Он не действует опрометчиво. Вот такие энергии, это все помогает. Что же еще вам помогает, мои дорогие? Тройка воды, праздник, какие-то события приятные, радость, добрые эмоции. Для кого-то из вас это как личная жизнь, тоже какие-то приятности ожидают. Здесь может быть как общая цель, например, дружба, надежная, кстати, дружба. Или когда вот вы известие какое-то получите. По-разному радость к нам приходит, и здесь у каждого по-своему. Но вот эта радость, этот праздник у вас в июле будет. Что же еще вам помогает? Ух ты! Вы знаете, когда вы не забываете свою мечту. Посмотрите, у нас единорог показан, 7 огня. Вообще, эта карта 7 огня часто больше обозначает, когда мы немного на своей волне. И знаете, как независимая позиция, но мы ведь спрашиваем, что вам помогаем. Так вот, вам помогает ваша настойчивость осуществить какую-то цель, мечту. По этой карте идут личные рекорды. И в то же время карта говорит про инакомыслие. Вы можете думать как-то совершенно не так, как думает ваше окружение. И тогда вы не должны себя ломать, мои дорогие рыбы и рыбки. Каждый человек индивидуален. И вопрос не состоит в том, что мы должны для того, чтобы с кем-то договориться или в угоду хорошему отношению к нам, мы должны наступить на горло собственной песни. А нет, мы должны продолжать свой собственный путь, сопротивляясь трудностям, где-то костной среде, оставаясь верными сами себе. Вот верность своим принципам, но договариваться придется, быть как раз лояльным придется. Но самое главное, себя не забывать или иметь вот эту цель, или то намерение, которое вы точно знаете, вы хотите этого добиться. И это вам как мечта окрыляет, помогает. Достаточно сильная позиция, есть какие-то и радостные моменты, но не из одних намерений состоит этот период. По королю Земли вам нужно что-то воплотить в жизнь.
Ваши мечты должны сбываться, об этом нам говорят. И для этого придется действовать. Все же король Земли, он великий прагматик. Он сделал себя сам, потому что как раз его когда-то задумка, то, что он хотел осуществить, он таки сумел это осуществить. И где-то вот в этом контексте вас настраивают карты. И праздник-то все-таки есть. Значит, ваше какое-то намерение или ваше желание, вы как, ну, если не по направлению к нему движетесь, то значит избираете, может быть, какой-то важный путь. Тут ведь у каждого по-своему. Кто-то определяется с работой, кто-то в личной жизни, а кто-то про учебу думает. Итак, смотрим, что же нам расскажут карты пасьянса. И я смотрю значения выпавшие, и вы смотрите, мои дорогие, тоже. Напишите, если я что-то пропустила. Обсудим. Подарок. Мишка выпадает, и это либо подарок в самом любом эквиваленте может означать, или ну, какая-то новость от доброго человека, которая тоже как-то как вам способствовать будет. Но вообще одно значение в этой колоде – подарок. Выпадает птица, выпадает ворон. И вообще это чрезвычайная ситуация или опасность. Поэтому, мои дорогие рыбы и рыбки, будьте внимательны, не торопитесь. Может быть, и придется держать, знаете, как балансировать, когда вы не можете оступиться. Поэтому, да, есть люди, которые вам действительно помогают. Но иногда мы можем себе создать проблем сами, ведь это тоже такое может быть. Когда мы, ну, резко высказались. Или наоборот, когда мы со всеми соглашались, а сами остаемся неудел. Забываем как раз-таки вот эту свою мечту. Поэтому даже если вокруг вас как-то что-то меняется, посмотрите, вот что помогает. Будет и праздник, но быть прагматиком себе не навредить, я бы сказала, определенно стоит. И все же, даже если вокруг, ну, как-то обстановка сложная, меня люди смотрят из разных стран, выход-то ведь он есть, понимаете? И где-то как ваше вдохновение, ваша мечта, она буквально заставляет и жить, и к чему-то стремиться, она помогает. Вера в собственные силы. Или нам могут говорить, что какой-то один путь будет закрыт, потому что невозможно это осуществить из-за возможной опасности или, ну, по каким-то еще причинам. И тогда вот это инакомыслие ваше, оно вам будет помогать. Может быть, какой-то проект вам придется быстро переиграть, сориентироваться в какой-то ситуации совершенно по-другому. Вот посмотрите, еще выпадает одна птица и сова. Мы говорим, это всегда мудрость, если про сову. Но, возможно, вы будете искать какую-то альтернативную информацию. Нам об этом говорят. И нужно подумать, вот именно подумать, мудрость, как правильно поступить. И в одной плоскости, как и ворон, если мы говорим про неожиданные события, и подразумевается возможность опасности, по крайней мере для кого-то, так вот, тоже не торопиться, понимаете? В спешке мы теряем остроту момента или остроту нашего восприятия. Пока с вами говорю... А вот смотрите, Мишка подарок, если мы говорим, а тут еще
Шляпа – это как ваше намерение и цель. И где-то это вот в одном квадрате практически совпадает. С одной стороны, подарок, вроде бы как радость. Когда шляпа выпадает, это то, что вы хотели бы осуществить. Но вот эта идея, она еще сыроватая, ее надо продумывать. И переложить вот на какую-то конкретику. Вы можете искать информацию, и, скорее всего, вам придется, для того, чтобы прояснять тот или иной вопрос. Иными словами, вы будете даже чувствовать, что если я поступлю определенным образом, то мне это навредит. И вам придется искать какой-то альтернативный выход. У каждого здесь по-своему, у каждого в своей сфере жизни. Но вы его найдете, потому что следом идет какое-то мудрое решение, которое может совершенно отличаться от первоначального чего-то. Потому как обстоятельства именно так складываются. Или события, или новости приходят такие. Но помощь у вас точно есть и будет, мои дорогие рыбы и рыбки. Вы не один и не одна. Либо это ваши близкие люди, либо единомышленники, либо друзья. Вот они, вот надежные люди, они действительно ближайшие 2 недели как основа вашего успеха. Может быть, вы будете как раз искать совет с такими людьми перед тем, как поступить правильно, неправильно, или рассмотрите точку зрения конкретного человека. И это будет дважды с учетом всего нашего расклада. Вот как этот великий прагматик, король Земли. Пусть не в этой колоде, в других колодах. Ведь король Земли тот, который, повторюсь, сделал себя сам, но он прошел долгий и сложный путь проб и ошибок. Он учился на своих ошибках. Поэтому он стал вот этим прагматиком и консерватором. Он отталкивается от того, чтобы себе не навредить. И для вас эти энергии тоже то, что будет помогать. Или подобно, если человек есть, ну, значит, считайте, вам повезло. Пока с вами говорила, я не увидела еще совпадений. Все то, что я озвучила. Если вы видите, напишите мне, пожалуйста. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.